Теперь сгенерировать свой портрет в новом образе – дело пары кликов. И обратите внимание, это будут вполне себе похожие герои с адекватным содержанием. Не всратые с художественной стороны, а с нормальной композицией, колористикой, объемом и стилистикой, присущими Midjourney. Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи, и неужели мы с вами дождались? Дождались того самого момента, когда мы наконец-то можем удалить Flux и Stable Diffusion с Control.net. Ведь теперь нам не нужно тренировать лоры, и не нужно заниматься тонкой настройкой сложных систем. Можно просто открыть Midjourney, закинуть свою фоточку, написать короткий промпт и спустя пару секунд получить отличный результат. Или нет? На самом деле не все так однозначно. Давайте разбираться. Сегодня поговорим о новой фиче в Midjourney Omni Reference, который копипастит ваше лицо или любой другой визуальный образ, не обязательно даже человека, и на основе этого образа создает арты. Погнали. Если раньше тренировка лоры требовала от вас огромного количества фотографий главного героя, то сейчас в Midjourney для создания референса вам достаточно одной фотографии. Открываем Midjourney, клацаем Create, слева от промпта нажимаем на иконку изображения, и, как вы видите, справа у нас появляется модуль Omni Reference. Если, кстати, тут видите Character Reference, в настройках смените модель на 7-ю версию, и все заработает. В зону drag-and-drop вы можете закинуть любую фотографию. Она попадет во внутреннюю библиотеку Midjourney, и вы сможете в любой момент времени подтянуть ее в это окошко. В качестве референса мы можем использовать как портреты, так и предметы разных размеров, разного содержания. Моя рекомендация, если вы работаете с портретом, выбирайте ракурс, в 3/4 с боковым освещением, чтобы черты лица хорошо читались, и по всем 3 осям у нас не было обнуления. К примеру, когда вы фотографируете анфас, портреты сплющиваются по глубине, они не содержат информации о форме носа, а портрет в профиль не позволит перенести межзрачковый интервал. К сожалению, на данном этапе Omni Reference ограничен одним файлом, но в будущем, я уверен, сюда можно будет закинуть подборку из нескольких фотографий для большей константности генераций. Также перед загрузкой рефа скадрируйте изображение, чтобы максимальный акцент внимания падал именно на портрет героя. Рядом с иконкой референса вы найдете единственный параметр – Omni Strength. Он отвечает за вес референса. Насколько сильно Midjourney постарается сохранить детали, ракурсы, свет-теневой рисунок с загруженного источника. Менять этот параметр можно от единицы и до 1000. И чем больше, тем сильнее будет похожесть. По умолчанию параметр равен 100. Про этот параметр мы поговорим попозже. Для старта будем использовать стоковое значение. Напишем простой промпт. Пусть будет close-up портрет девушки с оранжевыми блестками на лице, смотрящей в камеру. Запускаем. В результате мы получаем 4 портрета, сгенерированных по референсу с достаточно хорошей константностью деталей. И если сравнивать с оригиналом, портрет отлично переносит не только геометрию лица, но и даже пигментацию, веснушки и родинки. Вот просто обратите внимание вот именно на эту родинку. Она очень-очень хорошо переносится. На первый взгляд, конечно, картинки могут показаться немного прямолинейными и грубоватыми. Тут стоит вспомнить о параметре стилизации, тот самый, который делает генерации более эстетичными, такими более миджорневскими. Давайте попробуем повторить тот же самый промпт, просто в конце добавим стилизацию 1000. Да, это крайность, я иду во все тяжкие, выкручиваю эстетику на максимум, но я вообще в другом городе. Что вы мне сделаете? Поднасолить тут может сам Midjourney. При таком параметре стилизации сила референса может быть Midjourney проигнорирована, и в генерации персонаж будет, менее узнаваемым. Запомните, если вы поднимаете силу стилизации, вам необходимо поднимать и силу референса. По тестам могу порекомендовать не поднимать стилизацию больше 400. Хотя, если говорить откровенно, вариативность генерации при разных параметрах Omni Strength намного ниже, чем, к примеру, при активном параметре House. Если его поставить на 50, то он даст абсолютно разные и стилистики, и ракурсы, и похожести персонажа на изначальный референс. Для основной массы тестов я использовал параметр веса референса равный 100. И если мне нужно было получить более стилизованные, более эстетичные, художественные, вот именно миджорневские изображения, я поднимал параметр стилизации. Но чтобы все генерации были адекватными и подобность сохранялась, я параметр стилизации догонял параметром веса референса. Здесь нужно прям экспериментировать. Но со всеми экспериментами будьте осторожны, потому что Midjourney — контора
Если у вас тариф не за $30 в месяц, а нубский за 10, то вы сможете выполнить только 100 запросов в месяц, не 200. Так как работа с референсом требует больших вычислительных мощностей. Я, если честно, уже давно слез с тарифа за $30, потому что в большей степени генерирую картинки через Midjourney, но в Telegram-боте Syntax. Там это без ограничений и на порядок дешевле, кстати. Работает все мега просто. Открываем бот Syntax, далее Designs и Midjourney. Нажав на хранитель изображения, мы можем скинуть референс и получить на него прямую ссылку. А далее возвращаемся назад и прописываем промпт. Close-up портрет девушки с фиолетовыми блестками на ее лице и отправляем это все дело в бот. В результате мы получаем те же самые 4 картинки, которые можно сразу скачать файлами. Регайтесь вот по этой реферальной ссылке, вы получите бонусы, которые позволят вам как раз погенерировать картинки, затестить вообще, как это все работает, бесплатно, разумеется. В последнее время я серьезно залипаю в этом боте, особенно в Hixweld, нейронки, которая позволяет с большей точностью контролировать движение камеры. Навалите, кстати, лайков, я запишу по ней отдельное видео, ибо она, реально творит чудеса. Там и таймлэпсы можно делать не слабые, и эффекты слежения камеры за объектом. Очень сложный, кстати, в реализации кинематографический снорикам эффект просто покорил мое сердечко. Ролик будет, ребята, интересным, поэтому не пропустите. Вот сюда нажимайте, вот сюда. Сложно спорить с художественностью и выразительностью Midjourney, потому что он делает классно. Как ни крути, в сыром виде из коробки она выдает самодостаточные генерации. Их можно спокойно использовать как обложки для тех же самых роликов на YouTube. К своему ролику обложку я сделал через Midjourney. Пытайтесь писать простые промпты. Емкие, но короткие. Чем больше деталей вы добавите, тем запутаннее результат получите. Да, Midjourney умеет переваривать флут и слова-паразиты типа 8К, Octane Render и так далее, но лучше уделите внимание содержанию. Если в голову ничего не приходит, вдохновения нет, или просто лень придумывать детализированный фантастический какой-нибудь образ, откройте чат GPT, делегируйте эту задачу ему. Придумай 10 промптов для Midjourney, где главный герой парень смотрит в камеру, меняя мир, сеттинг, погоду, время суток, окружение, динамику кадра, одежду. Сеттинг может быть фантастическим, утопией, антиутопией, средневековьем, советским городом 80-х и так далее. Напиши 10 промптов. В итоге вы получите промпты, которые можно использовать для создания артов. И здесь нужно воспринимать чат GPT как очень удачный генератор комбинаций различных идей, которые вы небрежно накидываете тегами, а нейронка уже формирует из них рабочие промпты. Помимо простого генерирования стилистики с нуля, мы можем комбинировать подходы. Если у вас есть стилистически подходящее вашему портрету изображение, загрузите его в библиотеку, перетащите эту картинку в окно Style Reference. Midjourney возьмет вашего персонажа из Omni-референса и интегрирует в него стилистику из фотографии, загруженной в окно Style Reference. Аналогичным образом следование стилю и референсу можно выполнить и в чат-боте Syntax. Загрузив 2 изображения в хранитель, прописываем промпт. Обычный запрос плюс oref, копируем ссылку на персонажа и добавляем тег sref для наследования стиля. Также я укажу 7-ю версию Midjourney. После генерации жмякаем «Скачать все». В чат загружаются полноразмерные PNG-шки, которые можно использовать для дальнейших генераций, к примеру, для оживления видео. Работа с референсом, ребят, предполагает копирование не только портретов. Мы можем работать и с предметами. Если ваш предмет сложной формы, проследите, чтобы он не сливался с бэкграундом. В идеале перестраховаться и предварительно кинуть объект на однородный фон. Но это не обязательно, потому что Midjourney просто поражает определением содержимого. Если кликнуть на иконку «Инфо» у загруженного референса, то можно увидеть, как Midjourney идентифицирует его. К примеру, я загрузил свою бибику, на которой катал, пока жил в Израиле. Midjourney по одной фотографии определил, что это белый 500-й Fiat в Израиле. Как он это понял? Более подробное описание. Белая машина для продажи. Забавно. Но этот кадр я сделал как раз в момент покупки бибики. Очень скучаю по ней. Обратите внимание, Midjourney не просто копирует геометрию, заложенную в референс, она опирается также на контекст. Простой запрос «машина стоит на водной поверхности» задействует информацию о том, что в референсе у нас находится именно Fiat 500, а база образов в нейронке достаточно богатая, поэтому мы получаем отличные генерации с практически точным подобием референса. Если это будет красный Мустанг, образ достаточно понятный для Midjourney. В генерациях также не будет никаких галлюцинаций, но что если мы захотим реализовать какой-то нестандартный образ?
Я как-то давным-давно снимал тачку с автопилотом. На ней куча обвеса, лидары, камеры, датчики. Вот тут-то Midjourney начинает разваливаться. Он не может в точности скопировать геометрию. Причина, опять же, принцип, по которому он запоминает объект. Как и раньше, он пытается его узнать, он пытается его описать. И в случае отсутствия в датасете подобных референс-образов, нейронка начинает глючить. Она не может создать точное его описание. Как результат, у нас отсебятина. Лишь в общих чертах напоминающая референс. Конечно, мы можем повысить вес референса, максимальное значение 1000 приблизиться к геометрии источника. Да, мы получим более точное совпадение в логотипе, там, лидары даже на своих местах, но кадр все равно будет не настоящим, как будто взяли референс, просто вырезали машину и вклеили ее в генерацию. Тут уже без уникальной миджорневской магии, без эстетики, которая вот мне так нравится. Поэтому, ребят, если у вас референс уникальный, не похожий ни на что, то воссоздать его будет достаточно сложно. Опять же, к этому нужно просто быть готовым. Уверен, это пофиксится, когда внутри Midjourney можно будет создавать свои лоры, ну или хотя бы вот в OmniReference загружать несколько исходников. Аналогичным образом я не смог воспроизвести образ легендарной среднеформатной камеры Hasselblad 500CM. Вроде Midjourney даже понял, что это такое, но вот воссоздать по референсу адекватный арт у меня не вышло. Я рад, что записал этот ролик. Сейчас что ни неделя, то новая нейронка, которая разрывает в пух и прах подход к дизайну. Ну и что касается самого OmniReference, да блин, это же для дизайнеров золотая жила. Конечно, создание аватара это не новое, есть и другие нейронки, которые замечательно генерируют ваших персонажей. В своем телеграм-канале я уже как бы рассказывал о тренировке лоры. Там вам нужно всего 50 кадров загрузить во Flux, опять же через бот Syntax. Один клик, и лора натренируется, и можно будет генерировать с нуля своего персонажа, как захотите. Можете глянуть пост, опять же, вот здесь по QR-коду, по ссылке ниже будет. Еще генерировать аватары по одной фотографии можно в Runway Frames. Отдельно я записывать ролик по нему не буду, напишу пост в Telegram, тоже работает круто, не так как Midjourney делает намного более реалистично, но опять же вот художественность, вот этой интересности, красоты Midjourney не хватает. Но вот, кстати, что-то мне подсказывает, что было бы круто запилить просто ролик сравнения разных нейронок, которые могут делать аватаров. Ведь у каждой есть свои плюсы и свои минусы. Если интересно, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, мне будет очень приятно. Ну и до новых встреч. Пока.